Быстро кнопочку нажали, и все в эфире. Хорошо. Да, всем добрый вечер, кто нас смотрит. Сегодня среда, и мы с Борисом Савичем Яровским будем говорить про экономику, как обычно, по средам. Вообще, в странное время, да, мы живем. Казалось бы, вот позавчера ночью или даже вчера у нас тут 35 крылатых ракет над Киевом сбили. А мы вот вчера Харьков бомбили С-300, а мы с вами общаемся на экономические вопросы. Ну, иногда я вот задумываюсь, что как-то сюрреалистичная какая-то ситуация. Но у меня даже там 5 котов, они уже знают. У меня есть один кот, который, когда только звучит сирена, сразу идет в ванную и ложится там. А если начинает взрываться, тогда к нему и остальные приходят. Ну вот даже уже животные знают, что им делать в такой ситуации. Харьковчане давно не обращают внимания на взрывы. Вот, тем более в Харькове сначала взрывается, потом только тревогу включает. А там, где действительно самые ударили в центре города, это улица Рыморская, харьковчанам хорошо известно, рядом с Сумской. Я утром ехал на машине и не знал, что по Рыморской ударили. Никаких эмоций. Ну, закрыли улицу и закрыли, мало чего закрыли. То есть ко всему можно привыкнуть. Вот. И поэтому, конечно, но тем не менее людей больше сейчас все-таки интересует не экономика. Вот, а другие вопросы, поэтому особенно не налоги, поэтому я не ожидаю большой популярности от этого, но все-таки, наверное, давайте поговорим. Ну, конечно, поговорим. Тем более, тут спор возник. Вчера опять же взорвали Каховскую ГЭС, да. И возникает вопрос, а надо ли ее восстанавливать или нет? Какую ценность она представляет? И представляет вот. Вы как бы угадываете мое тоже настроение с этого начать. Вот, и начать, конечно, не с тех вопросов, которые нашим слушателям хорошо известны, уже и военкоры выступили, как бы и экологи рассказали, что это страшная катастрофа, это действительно так, и вы там бывали в тех местах, и я трудно себе представить, что будет с Херсонской областью, но я хочу вот именно с позиции, что такое государство, рассмотреть этот вопрос. Вот говорят часто сторонники того, что, мол, без государства никак прожить нельзя. Я не такой тут радикал, как, может быть, некоторые. Но я хочу сказать вот что вот действительно они чем аргументируют? Что такие вот огромнейшие проекты, как перекрытие рек, гидроэлектростанции, там вот и плотины колоссальные, вот каналы, это без государства не было построено. Да, я согласен, без государства эти вещи построить было бы нельзя. А надо ли это было вообще строить? Вот в чем проблема. И оказалось, что вот эти вот все сооружения гигантские, вот циклопические такие, построить трудно, а разрушить их можно в одно мгновение. Вот что мы сейчас увидели. Поэтому, когда мы говорим, что и восстанавливать, если его будет, действительно без государства не восстановишь. Поэтому я тут хочу вспомнить только украинцы должны знать Олеся Гончара, его замечательный, он такой был советского типа писатель, конечно, он написал такой вот роман в годы перестройки, его публиковали, «Собор» он назывался, где вот он рассказывал о том, как изувечили Днепр, вот этими вот кошмарными сооружениями под названием водохранилище, такое же вот там возле Черкас города, это вообще как бы ужас. Днепр цветет и так далее. Вот. Но с другой стороны, экология уже привыкла вот к такой ситуации, к этим колоссальным зеркалам испарения, вот, все там построено, и животный мир, и хозяйство людей. И вот теперь, когда это происходит, теперь это катастрофа назад. Но мне кажется, вот глубинный такой вывод мы должны сделать, ментальный, конечно, мы ничего не изменим в ближайшие, я думаю, лет 50, по крайней мере, что вот как нас, в общем-то, учит экономическая теория, что нужно делать только те проекты, на которые есть реальные ресурсы, а не нарисованные. Поэтому, конечно, частный бизнес, даже объединившись, никогда бы вот такой вот кошмар бы не построил, который построен на Днепре. Я уж не говорю, что еще более кошмарные сооружения построены, как теперь выражаются, в стране агрессора. Вот, и Волга, и там еще дальше, это ужасные совершенно вещи. И, в принципе, если так дальше вот это все пойдет,
Разрушить это все проблема, не проблема, ломать не строить. Поэтому вот ментально мы должны понять, что сегодня, да, мы ничего государства не отменим, поэтому о налогах надо поговорить, ибо когда закончится война или какая-то ее фаза и начнется восстановление Украины, конечно, оно будет восстанавливаться по всем вот этим рецептам американско-европейского современного кейнсианства, вот, стиглицианства, или как его назвать, в общем-то говоря, вот это все будет, другого не будет. Но, тем не менее, некоторые изменения все-таки возможны, потому что сами вот, этатисты и те чиновники с Запада, которые сюда приедут своего в ряде Аденауэра и Эрхарда, мы вряд ли дождемся, пока, во всяком случае, я не вижу среди наших уважаемых сограждан таких вот лидеров. Хорошо бы иметь такую тройку нападающих, да, Аденауэр, Эрхард, Штраус, да, вот тогда можно было бы, конечно, и не здорово слушать и западных экспертов. А так как будут слушать, куда же деваться, они же будут финансировать все это дело. Но им надо тоже, во всяком случае, объяснять, что нынешняя система налогообложения, которая и в той ее форме, которая существует в Украине, она настолько абсурдна, что она противоречит даже интересам самой бюрократии, которые ее создали. То есть это полный абсурд. Ну и экономическая теория нам, в общем-то говоря, позволяет сделать достаточно точный прогноз, не количественный, а качественный, о том, как те или иные налоги, к чему они, вообще-то говоря, приведут. Поэтому налогообложение – это такая интересная тема, в которой, вот, так сказать, вот три пласта экономики вот вместе переплетаются. И поэтому я, когда слушаю рассуждения о налогах тех экономистов, которые только одним пластом владеют или двумя, то, конечно, их выводы лично мне кажутся странными. Итак, ну, первый пласт, самый высокий, это, конечно, экономическая теория, это проксиология, каталактика. Вот, в данном случае вот и труды Мюррея Ротбарда, который анализировал вот эти вещи. Вот. Второе, это, конечно, нужно быть, тут уж никуда не денешься, знатоком мейнстримной экономики, потому что все вот эти штучки, все вот эти приемы, которые государство осуществляет на уровне так называемой макроэкономики, их надо знать, потому что когда мы как бы не знаем, а так свысока относимся, да, мол, это все как бы ерунда, мы тогда не можем толком спрогнозировать, к чему это все придет. А эти фокусы мейнстримные никуда не денутся, они будут еще достаточно долго нам с ними жить. И третье, это как на уровне предприятий все посчитать. Вот трагедия современной экономики Украины состоит в том, что у нас полный как бы швах на всех вот этих вот трех уровнях. Теории мы не знаем и знать не собираемся, ну не нас знаем, мы кое-что понимаем. Как управлять хотя бы даже налоговой тоже плохо себе представляем, потому что вот за время правления вот нынешней партии зеленых развалили там все абсолютно. Я вспоминаю эту налоговую, которая строилась вот в начале 90-х годов, первого начальника Ильина, потом зама Ригурецкого, лекаря того Шитрю. То есть были там специалисты, которые хотя бы понимали, что они делают. И которые, да, стремясь наполнить бюджет, они все-таки хотели, чтобы это было в соответствии с теми правилами, которые они сами написали. И они, в общем-то говоря, понимали, к чему эти правила приведут. Ничего подобного я как бы сегодня не наблюдаю. И на уровне бизнеса у нас ситуация такая же. У нас, почему спрашивают бизнесмены, так мало интересуются вот нашими вот всякими, так сказать, австрийскими или либеральными, либертарианскими разговорами, а им не интересно, потому что уровень как бы неквалифицированности вот этих людей, которые, не знаю, с якого переляку считают себя бизнесменами и предпринимателями, он просто жахливый, ужасающий. То есть тут в этом постараемся сейчас вот как бы со всех этих трех сторон и подойти и возьмем вот этот вот вопрос налога на добавленную стоимость. Вот. У меня большой опыт по этому поводу, кому я тут только не читал лекции, начиная от самих налоговиков на высших уровнях, на средних, на низших, кого я только как бы не консультировал, и вот убедился так, что вот у нас бухгалтера и аудиторы в НДС разбираются хорошо. Ну как они разбираются? Они разбираются, как его посчитать в соответствии с законами и с правилами. Что с этого будет, они не понимают.
Бизнес обычно сбросил это все на бухгалтеров, на аудиторов, мне вообще все равно, сделай так, чтобы меньше платили, а как это будет, и ведут свою как бы линию, как будто это вот ничего и нет. Вот, поэтому, когда мы говорим о налогах, то, конечно, мы должны прежде всего спрогнозировать, каким образом это повлияет на ситуацию на рынках, на цену. Вот. И когда мы говорим о НДС и о том же об акцизе, то есть первое, что повторяют все люди, которые получили какое-то образование, какие-то книжки читали, слышали, они говорят, да, есть, говорит, цена, а к этой цене потом вот добавили всякие накрутки, и поэтому вот стало дорого. Но ведь продать можно по каким-то ценам только тогда, когда есть у людей деньги на покупку. Если у людей нет денег на покупку, то они не купят по этой цене, что туда не добавлять. Поэтому давайте сразу же вот определимся с двумя моментами. Во-первых, когда мы говорим о налоге на добавленную стоимость, здесь существует так называемый два контура таких. Прежде всего, это расчеты с теми лицами, которые называются плательщики НДС, то есть они никакие не налоговые агенты, тут у нас говорят. Они агенты, налоговые агенты, вообще терминология довольно странная. Агент бывает чей-то. Вот. Агент налоговой инспекции, я еще могу понять, там, агент ФБР, там, ЦРУ, ФСБ, но налоговый агент, в моей голове это не укладывается. Но термин этот, тем не менее, в налоговом кодексе есть, но не применительно к НДС. Даже налоговики у нас не настолько глупы, чтобы считать, что предприятие, которое продает и платит НДС, является налоговым агентом. Оно никакой не налоговый агент, оно плательщик НДС. И вот есть плательщики НДС и неплательщики НДС. И большинство предприятий такого уже среднего бизнеса, а иногда и маленького даже бизнеса, вот я долгое время вел какой-то такой свой небольшой консалтинговый издательский бизнес, я стремился быть плательщиком НДС, потому что быть плательщиком НДС выгодно прежде всего бизнесу. А почему выгодно? Потому что если я покупаю у кого-то товар, то 16,67% от цены этого товара мне потом будет из бюджета тем или иным способом возмещено, если все будет идти по закону. Что для этого нужно? Для этого нужно получить от продавца документ, который называется налоговая накладная. Сегодня это документ электронный. И это, раз он такой есть, все, значит, когда я буду свой товар продавать и тоже увеличу его цену, как говорят, на самом деле я цену не увеличу, а из цены буду платить, сейчас я на цифрах это дело покажу, то я потом в бюджет заплачу меньше. Давайте так разбираться. Я купил товар за 120, но мне дали налоговую накладную, значит, 20 это у меня уже НДС. Да? Поэтому, если я плательщик НДС, то я четко различаю цену товара с НДС и без НДС. Для меня, как плательщика, это важно. Для лица, который не плательщик, совершенно не важно. Сейчас мы объясним. Итак, я получил 100, это у меня как бы цена товара, это у меня запасы. Потом это будут у меня расходы, а 20 это у меня налоговый кредит. Когда я начинаю продавать, я буду продавать его за 240. Из этих 240, 40 это будет у меня налог на добавленную стоимость. То в бюджет я перечислю при самой простой ситуации с этой операцией только 20. 40 минус 20. Эти 20 я перечислю. Надеюсь, всем понятно, потому что под прошлым видео один нам, так сказать, наш слушатель написал, что если бы цифры, а так без цифр непонятно. Теперь вам и цифры. Самые простые, должно быть понятно. Итак, этот плательщик НДС, этот зверь-изувер, который там целых 40% написал в чеке, на самом деле бюджет платит-то только 20%. Какая хитрая вещь. Но дело все в том, если я, как этот наш бизнесмен, который за 240 что-то там продает, он продает другому плательщику НДС, то для другого плательщика НДС цена будет только 200, а 40 это будет налоговый кредит. Но хитрость-то в чем состоит? Что мы-то как физические лица, а все производства, эти все сложные процессы, там добыча сырья, там производство, электроника, выращивание, импорт и так далее, делается для того, чтобы оно дошло до нас, до простых людей, а мы не плательщики НДС. И плательщиками НДС быть не можем, и ничто нам возмещаться не будет. Поэтому, если мы покупаем товар за 240, так мы его покупаем за 240. Тот, кто нам его продал, заплатит в бюджет только 20, а вовсе не 40.
Поэтому мы покупаем просто по цене. Цена – это условия договора. И если между плательщиками и НДС есть смысл говорить о цене с НДС и без НДС, есть смысл. Тем более, что иногда приходится покупать товары у лиц, которые не являются плательщиками НДС. Это обычно владельцев бизнеса и бухгалтеров очень сильно злит, потому что они теряют право на налоговый кредит, им это очень не нравится. Говорят, что ж вы там уже плательщиками НДС пойти не могли зарегистрировать. Получается, мы теперь ничего не скрутим себе, да? Вот, нехорошо. Поэтому давайте регистрируйтесь, а то мы с вами как бы дело иметь не будем. Вот. Поэтому покупатель, который не плательщик НДС, он покупает по цене. И по-хорошему говоря, ему вот в том, что я рассказал, а это рассказал только вообще-то 15% от того кошмара, который будет дальше, я с вашего позволения о нем сейчас тоже расскажу, потому что надо хоть какое-то представление иметь, что там происходит на самом деле. Ну, всего тут и не расскажешь за такое время, но основное можно рассказать. Вот. Поэтому, если вы просто покупаете и ничего не понимаете в налогах, то вы прежде всего не верьте вот этим всяким рассказам про то, что вам там кто-то что-то на какую-то цену увеличивает. Вас могут, так сказать, обманывать и государственные служащие, и, кстати говоря, и бизнесмены будут говорить, что дорого, потому что НДС. Вот на самом деле есть цена, и цена это договорная, и мы знаем, что цена это условия договора, а покупает человек только тогда, когда он ценит то, что он приобретает, выше, чем те деньги, которые он отдает. Да, ему хотелось купить дешевле, каждый бы хотел купить дешевле, но он сталкивается с фактом, ему дешевле вот не продают. Где-то можно торговаться, где-то нельзя. Вот, ну, в общем-то, договорились, короче говоря. И какая там есть цена, это вас как покупателя совершенно не волнует. Но это очень волнует и бухгалтерию, прежде всего, с каждой сделки, потому что там фантастически сложный учет. Вот, и всякие электронные штучки. И в конечном итоге это волнует бизнесмена, который от бухгалтера требует так. Ты делай так, чтобы мы там что хочешь творили, но в конце концов бюджет мы лучше вообще бы ничего не заплатили. Да? Шо? И такие способы есть. Сейчас мы у них увидим. Вот почему считают, что это налог типа коррупционный. Но надо наших покупателей, особенно вот живущих в Украине, обрадовать еще вот как бы чем. Когда вы же товары покупаете в так называемой рознице, там в супермаркетах там, и тому подобных магазинчиках, я уже не говорю про лотки или базар, вы не покупаете обычно у плательщиков НДС. Обычно вся розница работает на так называемом едином налоге, и плательщиками НДС не является. Вы, кстати говоря, вот когда вы заходите в большой супермаркет, то там на каждую кассу может оформлен быть совершенно разный плательщик налога. Вот кто там сильно продвинутый говорит, ну как же так, огромный супермаркет, многомиллионная выручка, а плательщик единого налога все-таки ограниченная выручка. Не волнуйтесь, там все разбито по кассам. На каждую кассу стоит свой плательщик, программистам есть работа, они ночами там всеми этими вещами занимаются для того, чтобы вот это все перепрограммировать. Редко можно, конечно, встретить, особенно при продаже там электроники, бытовой техники, ну, особенно до войны, можно было купить и у плательщика НДС. Но когда вы покупаете сегодня в супермаркете, трудно вообще понять, кто там вам продал, какое может быть написано Сельпо, там АТБ, что там еще хотите другое. Вот, но продали не они вам, там что угодно может за этим делом стоять. То есть бизнес к этому приспособился. Почему? А потому, что работа в рознице вот, гораздо проще. Даже если вы взяли товар с НДС, то на этот НДС ничего не минусовать, а просто ту цену, по которой вам продали, ставить, считать своими затратами. Поэтому, когда лицо неплательщик НДС, розничный торговец покупает какой-то товар для перепродажи потом в своем магазине, он тоже рассматривает цену как цену, не задумываясь о том, есть там НДС, нет там НДС, у него есть цена. Вот. И это больше не интересует никого. Потом будет интересовать цена только на кассе, потому что товары подакцизные, они обязательно должны быть проданы
с них придется платить и НДС, и придет акциз. Вот почему в некоторых магазинах, вы, наверное, заметили. Тут алкогольная касса, да, а тут безалкогольная. Если вы взяли там бутылку Кагора или там водки, то вы не во всех кассах у вас как бы примут деньги, пошлют вас какую-нибудь другую. Ну, по-разному ребята там организовывают этот процесс. Поэтому давайте сразу как бы договоримся. Все налоги – это всегда проблема только продавца. Вот. Если он хороший предприниматель, он придумывает что-то там такое хитрое, интересное, лучше удовлетворяет ваши услуги, но вся экономика – это его проблема. Вот отмена НДС, приведет ли это к снижению цен? Да, повсеместная отмена НДС, конечно, приведет к снижению цен. Правда, в одном единственном случае, если этот НДС не заменит потом вот этим вот налогом, который Геннадий Викторович Балашов предлагал, каскадный налог, налог с покупок 5% с каждой перепродажи. Нет, этот каскадный эффект очень большой, и на самом деле цены растут, потому что если сегодня плательщик НДС покупает у плательщика НДС, то он свои затраты не увеличивает, а так он будет их увеличивать на 5%. Производство всегда длинная цепочка, вот, и причем я очень хорошо отношусь и к Балашову, он много сделал для того, чтобы само слово либертарианство люди услышали, он большое дело сделал, но вот эта система, к сожалению, не так хороша. 5% хорошо, как в Америке, как налог с продаж, вот у кассы, это, в этом смысл какой-то есть. Вот. Но он, кроме Америки и оккупированных ею стран, там вот Японии и так далее, он, в Европе почему-то он такой не прижился налог. Поэтому о нем говорить не будем, а давайте лучше посмотрим, какие же манипуляции у нас осуществляют с НДС сами бизнесмены, и каким манипуляциям сегодня у нас прибегают налоговые органы для того, чтобы увеличить поступление в бюджет. Ну, я надеюсь, что вы уже поняли, что если я продаю товар за 240, а купил я его за 120, то я могу свои 40 уменьшить на 20 только в том случае, когда мне дали налоговую накладную. Вот. Поэтому о чем думают сегодня наши налоговики? Они думают о том, как бы мне, купившему товар за 120, никоим образом не дать на 20% уменьшить сумму, подлежащую уплате в бюджет. Ну, что для этого придумает? В черное время Януковича предприятия эти жутко проверяли, трясли, направляли туда всяких как бы налоговых ментов и пытались ему доказать, что этой сделки не было, на самом деле никакой товар ты не покупал, это все как бы ерунда. Вот. Но это было сложно, и, в общем-то говоря, иногда достаточно часто удавалось отбиться во времена черное время Януковича. Я был еще достаточно молодой человек в возрасте 60 с небольшим лет, и я активно отстаивал интересы предприятий, ни одного дела я в суде не проиграл по этим вещам, всегда налоговиков выигрывали. Вот даже тогда. А уже с приходом к власти Яценюка и сегодняшних особенно ребят придумали хитрее. Давайте теперь тот, кто вам продает товар с НДС, он налоговую накладную должен зарегистрировать в электронном реестре. То есть во времена Януковича все было просто. Бумажка. Вот бумажку получил, все, на ней написано, подпись, печать, все хорошо. Теперь хитро, бумажек нет. Все электронное, значит, нужно это все отправить в реестр, зарегистрировать. Но чтобы его зарегистрировать, там целый ряд условий. Первое условие: предприятию, которое хочет зарегистрировать налоговую накладную, оно должно вперед авансом на спецсчет перечислить деньги определенные. У него должна быть сумма на спецсчете для того, чтобы, и она должна соответствовать вот той сумме, которую вы будете регистрировать. Грубо говоря, вы регистрируете налоговую накладную, допустим, на 200 тысяч, возьмем большую операцию. Значит, у вас минимум 200 тысяч должно быть заранее перечислено на этот счет. Это называется таким вот языком экономистов, расчетчиков на уровне предприятий, выбывание обратных средств. То есть эти деньги потом как бы вернутся, они в принципе не пропадут, но их надо вперед заплатить. А значит, их откуда-то надо взять, а откуда же их как бы взять? Вот это вот проблема финансистов, которые начинают думать, и как бы вот это вот сделать. Но это еще было бы полбеды. Настоящая беда в том, что эта регистрация должна быть подтверждена в Центральном налоговом органе, а Центральный налоговый орган может отказать в подтверждении регистрации. То есть он не регистрирует налоговую
накладную. И тогда у бухгалтера предприятия возникает страшная работа. Ему нужно подавать туда целый пакет документов, чтобы обосновывать, что этот товар действительно существовал. Не буду дальше все перечислять. И в последний, особенно год, вот как бы у нас налоговики почему-то решили, что они могут теперь отказывать в регистрации налоговых накладных вообще без всякой оснований, вообще ничего не разблокируют. Вы можете им туда подать все документы, обрушить на них всю логику Платона и Аристотеля. Это вам сегодня не поможет. У вас один способ – обращаться в суд. Ну, суды у нас сегодня известны какие. Если бы меня спросили, какая самая главная проблема Украины, с которой бы надо решать, это суды. Вот. Хотя бы надо сделать так, чтобы можно было решать сюда не занося. Пока с этим большие проблемы. Это знает любой как бы бизнесмен, никакой тайны я тут не открываю, никого лично не хочу обидеть. Это сложно, поэтому мало кто решается идти спорить. Крупные идут спорить и выигрывают. Средний бизнес практически не спорит. В результате тот, кто у него купил товар у этого среднего бизнеса, а налоговую накладную электронную не получил, он очень обижен, потому что ему, получается, теперь нужно платить больше, чем он бы заплатить мог в другом случае. Как теперь компенсировать свои вещи? Ну и тогда начинается осуществление совершенно фиктивных операций. Начинают действительно продавать то, чего нет. Ну вот, допустим, импортировали ананасы, да? Ананасы в Украине не растут. Ясно, что они должны были пройти через таможню. Возьмем, что они прошли, ананасы, апельсины, бананы, все хорошо. На таможне заплатили НДС, акциз и так далее. То есть тот, кто их импортировал, он, по идее, должен их продать какому-то плательщику НДС, дать ему налоговую накладную, и, соответственно, у него часть уплаченных сумм пойдет в налоговый кредит, то есть уменьшится для перечисления в бюджет. Но ничего подобного вы, как правило, не наблюдаете, потому что эти ананасы, апельсины и так далее вы видите где? Вы видите их на рынках. Вот. Там продают как бы... люди помидоры выращивают, тут же ананасы, может, они там где-то вырастили у себя, я не знаю. Вот. Скорее всего, они получили от вот этих вот импортеров эти ананасы. Естественно, они, получив на рынке, они не плательщики НДС, им никакая накладная не нужна. И, скорее всего, вот эти товары им отдали без документов. То есть, по учету, они числятся еще на этом предприятии, а фактически они уже давно проданы за наличные деньги на рынках. Да? Но по учету же они числятся. Поэтому, что же, и на них же есть сумма, которая является налоговым кредитом. И начинается торговля налоговым кредитом. Значит, втюхать ананас, допустим, какому-нибудь там металлургическому заводу, вот, достаточно сложно. Они могут купить ананас, но немного там. Поэтому начинают что делать? Говорят, да, у нас ананасы, но давайте мы продадим металл. У нас металла, правда, нет, но мы делаем документ, что он у нас как бы есть. Поэтому получается у данного предприятия достаточно запутанный бухгалтерский учет. У них по учету числится то, чего давно нету, а продали они то, чего у них никогда не было. Значит, для этого же их надо проверить, а много ли сегодня у нас специалистов в налоговой, которые способны во все что-то проверить. Таких и нету, и работа с ними тоже осуществляется определенным способом. Вот, дорогие друзья, в чем, собственно говоря, проблема украинского НДС. Если бы не было вот этих бы так называемых налоговых накладных, не было бы их порядка регистрации, то, в принципе, этот налог ничего бы сложного не представлял. Эти деньги могли бы заходить на отдельные счеты, на отдельного счета они могли бы уменьшаться при приобретении чего-то, без всяких налоговых накладных. Вот, а просто на основании накладной обычной, вот, инвойса, там, как хотите называйте, таможенной декларации, по-всякому там называют эти документы, и, как говорится, не так страшен этот налог, как вот эта вот издевательская система администрирования, поскольку государство вот такие вот издевательские методы применяет, вот, то, соответственно, бизнесмены ответили им ударом тоже не слабым, то есть они начали заниматься тем, что налоговики называют скрутками, да? То есть получать какие-то фиктивные накладные, потом попробуй докажи, что она фиктивная. Если я влиятельный человек, то мне налоговую накладную не заблокируют, а если он не влиятельный, так ему заблокируют налоговую накладную хоть на скрутку, хоть на бескрутку. Вот в такое скрутное становище, значит, сегодня у нас потрапил бизнес.
И поэтому понятно, что первое, что надо было бы сделать, даже не дожидаясь окончательного разгрома войск агрессора, это радикально изменить систему налогового администрирования налога на добавленную стоимость или податка на доданную вартость. Вот это нужно делать, потому что нынешняя система, она приводит к тому, что реально государство даже налогов не недополучает. Я помню, как этот НДС вводили в 92-93 году. В принципе, никто не собирался его сильно минимизировать, никаких налоговых накладных не было. Это был вообще удивительный период, но после выхода из этой советской тоталитарной системы, те, кто занимались бизнесом, они, в общем-то говоря, достаточно лояльно относились ко всем этим налоговым вещам. А если от них уходили, то хотели уйти как-то по закону. Но НДС никакой проблемы тогда не составлял. Он стал создавать проблему, когда появился Микола Янович Азаров со своей налоговой накладной бумажной. Вот. И уж особенно он расцвел таким светом, когда появилась электронная накладная, а потом система блокировки. Вот не знаю, насколько мне удалось этот вопрос осветить доступно для людей. Но мне хотелось бы еще раз, чтобы они увидели, все проблемы налогов – это проблемы бизнеса и налоговой. Это там все крутится. Вот. А покупатель этих вещей совершенно не осознает. Он либо покупает розничный покупатель. Если ему так уж нужен товар, он его покупает. Вот. С акцизом ситуация немножко сложнее, но она примерно такая же. Да, акциз не скрутишь, там нет такого понятия, как налоговый кредит. Там проще поступают, там просто он есть контрабандный. Если мы покупаем с вами заправка на бензин, на заправке мы бензин заправляемся, мы же не знаем, какой мы бензин заправились, да, то ли был уплачен НДС и акциз при покупке или не был, и что вообще там это такое. Вот, поэтому вот этой вот попытки с помощью вот таких товаров, спрос на который не эластичен, это бензин, все равно заправляться надо, как говорится, это алкоголь, это табак. Это во всех странах была такая идея, что коли так, то значит нужно пытаться обдирать здесь бизнес. Бизнес, при этом еще уже завершая этот разговор, хочу сказать, конечно, бизнес любые свои затраты пытается переложить на покупателя. Это надо хорошо понять. Никто не хочет продавать по цене ниже, чем он затратил при покупке, и еще при этом компенсировать свои постоянные расходы, которые с покупкой прямо не связаны. Да, конечно, никто и не хочет этого делать. Но напрямую и калькулировать затраты надо, и надо уметь это делать. Мало кто это умеет толком делать, но дело не в этом. Но поэтому, конечно, продавец хочет продать товары как можно дороже. Но чем он дороже продает, тем у него уменьшается выручка от реализации. Уменьшается она в натуре, и она, как правило, уменьшается и в деньгах, потому что больше покупают у того, кто умудрился поставить меньше цены. Поэтому на самом деле продавцы, особенно в рознице, они борются за что? Они борются за товарооборот, то есть за выручку от реализации. Вот, и владельцы этого бизнеса, они здорово заморачиваясь таким понятием, как прибыль, они могут очень неплохо жить, даже не имели так называемой прибыли. То есть, как они поступают? Они взяли у мелких торговцев, у сельского хозяйства, там товары, взяли на реализацию, им ничего не заплатили, получили выручку вывели, а потом поставщикам своим рассказывают, что мы не можем заплатить, денег нет, там, и прочие вещи. Поэтому на самом деле вот этот бизнес розничной торговли, он работает не столько на прибыль, как у нас, а он работает на избыточный денежный поток. То есть он хочет денег получить больше, чем он кому-то заплатил. А как он увеличивает этот избыточный денежный поток? А он тупо не платит. Ну, могут там работникам не заплатить, вот вопрос зарплаты, это тоже мы все видим, могут поставщикам не заплатить, это вот тоже не все так поступают. Вот. Но, к сожалению, наш опыт говорит о том, что вот такое явление тоже имеет место. И чтобы отмена налогов, она в известной мере могла бы улучшить эту ситуацию. Но в целом она ситуацию это не ликвидирует, и здесь мы уже переходим к другой теме, которую сегодня не хочется, наверное, поднимать. Это рынок, он же не субъект, он сам ничего не регулирует, на нем люди работают, это торговля. Поэтому от
принципов, которыми руководствуются эти люди, то, что мы называем мораль. Очень многое зависит, но это уже, как говорится, совсем другая история, надо говорить, как говорил Жванецкий, в другом месте из глаза на глаз. Да, но у нас напрямую еще один есть вопрос о цене, о том, как формировать цену. Потому что в каждом виде бизнеса цена формируется совершенно по-разному, хотя есть, наверное, какие-то и общие принципы. Ну, о чем я говорю? О том, что, например, если ты в торговле, то понятно, то у тебя есть товар, который ты получил за какую-то цену, ты его купил, если ты его купил, и посчитал свои расходы, раскидал на цену каждого товара и продал. То есть и получил таким образом прибыль. То есть твоя цена зависит от того, насколько ты ее, ну, то есть прямая такая. Но там плюс еще есть конкуренция, есть возможность продать, есть возможность людей ее купить, насколько твой магазин в каком районе находится. То есть если магазин находится в дорогом районе, то ты можешь продать тот же самый товар дороже, чем если он находится в дешевом районе. Хотя, с другой стороны, в дорогом районе ты тот товар, который продаешь в дешевом районе... Я хочу, Дмитрий, сразу тут сказать. Так как вы говорите, хорошо торговать бензином. То есть, когда у вас в вашей лавке один единственный вид товаров, да, там вы можете посчитать его себестоимость. Но когда у вас тысячи наименований товаров, никакие затраты на единый товар вы тут не посчитаете. Я долго работаю в этой сфере. Ну, не то, что я тут сам придумал, но, во всяком случае, я это все изложил, и книжечку такую написал. Должна быть многоуровневая маржинальная калькуляция. То есть, нужно считать маржу на каждом уровне. На уровне товара, потом на уровне торговой точки, потом на уровне супермаркета, в нем несколько торговых точек, потом на уровне бизнеса. Так надо бы делать, если это большой бизнес, и этот бизнес действительно работает на прибыль. Но так как жизнь показала, что большинство из них на прибыль не работают, и они с большим удовольствием объявят себя банкротами, там кинут поставщиков и что чего, то эти вопросы, как мне казалось, должны были быть очень многим интересны, они не очень интересны, поэтому на самом деле многие как бы, потребители наши считают, что там сидит бизнесмен, звонит, цену считают, там вы, ничего подобного они не делают. Вот, поэтому у них разные могут быть подходы к установлению этих цен. Вот, как правило, эти подходы ограничены экономически, я так сказал, в силу тех причин, что попробовать затраты все, а их там несколько уровней затратов, как их разбросать. Вот. Поэтому на самом деле уровень вот такой вот экономической квалификации крайне низок нашего бизнеса, и это приводит к тому, что и сам бизнес потом попадает в тяжелое положение, скрутное становище, так краще. Вот, и не знает потом ничего делать. То ли кредит надо брать потом, потому что поставщики уже так наехали, что уже надо с ними расплачиваться. Вот, а тут еще налоговая и так далее, а тут как бы банку деньги не отдать, а тут банк как раз объявили его неплатежеспособным. Поэтому на самом деле в основном бизнес сегодня работает в сфере финансов, нежели экономики. То есть он видит движение денег. Это видит, поэтому можно всегда бухгалтера спросить: Маш, сколько там у нас на счете? Она говорит, ну 10 миллионов, ну давай так, 2 миллиона вот сейчас я вот себе сюда увожу, потом вот Васька давно просил деньги, давай ему 500 тысяч перееда, рабочим надо заплатить, работникам, ага, да, ну сколько там, а там же надо еще НДФЛ заплатить, там ЕСВ, ну сколько ты посчитал? Она говорит, 800 тысяч. Ну что-то много, говорит, давай как-то сделаем, ну что делать, ну давай вот за свой счет отправим. В основном вот ведутся вот такие, к сожалению, как бы разговоры. И причина вот такого, она многоуровневая. Вот. В глубине, конечно, она вызвана этатистской политикой, потому что какое государство, такие, прошу прощения, бизнесмены. Они отвечают им мятежно, а частично это вызвано недостаточной экономической грамотностью, потому что, казалось бы, бизнес должен нас с вами слушать постоянно, да, а он не очень слушает. Вот. Казалось бы, могли послушать наши экономисты, финансисты, бухгалтера, тоже не очень слушают. Почему? Потому что бухгалтеру, в принципе, наплевать на результаты деятельности предприятий. Бухгалтеру надо, чтобы было все правильно, и налоговая не цеплялась. Ну и директор был доволен. То есть вот создалась такая вот система, все очень неприятная.
И если не удастся ее подправить, вот, а тут еще суды, я уж об этом уже сказал и говорить не хочется более подробно, вот, то, конечно, положение очень-очень тяжелое. Поэтому, безусловно, нужен хотя бы нормальный лидер вот, этатистского плана, который хотя бы умел действовать в интересах вот, системы. Но проблема-то в чем? Что многие руководители сегодня, они даже и в интересах системы-то действовать не могут. Они с большим энтузиазмом пилят сук, на котором, казалось бы, сидят. Ну вот в такое время живем, что же делать. Поэтому приходится узкому кругу лиц, отдаленно напоминающих интеллигенцию, вот эти вещи изучать, и где можно пытаться их применить, объяснять, вот чем я пытался заниматься долгие годы. Иногда получалось. Нам говорят, предъявите свои документы, что вы можете, что вы нам такое рассказываете. Документы предъявить? Да, у меня документов навалом, пожалуйста, какие хотите. И член-корреспондент, и там и проще больше, и автор более 50 книг, ну что им предъявлять еще? 100 томов моих партийных книжек, как Маяковский писал. То есть, пожалуйста. Но дело в том, что кто эти документы был период, когда я тоже у себя в офисе, как извиняюсь за выражение, лох развешивал все вот эти вот фотографии, там с кем там я сфотографировал, дипломы, что там такого у меня не было. Слава богу, я поумнел годам к 60, все это поснимал и ничего этого не видел. Потому что это все как бы туфта. Честно сказать, цена этому как бы никакая. На практике, в жизни покажи, что ты умеешь делать. Вот что нужно. Вот логически, потом докажи эту позицию где-то в других местах. Вот. Но теоретические вещи тоже не забываем, потому что, да, к сожалению, мы вот... Я не сомневаюсь в том, что общественная организация должна осуществляться без государства. У меня есть свое представление, как это должно быть сделано. Вот, у меня на этот счет сомнений нет, но я точно так же понимаю, что в силу многих как бы исторических причин вот подобные вещи произойдут не скоро. Вот, поэтому мы должны на всех трех вот этих вот уровнях, не забывая еще этические, как нас учил Десота, Десота, стараться работать и с собой, и с нашими знакомыми, и привлекать как бы и бизнес, чтобы он тоже хотя бы чуть-чуть понимал, потому что он тоже рубит сук, на котором сидит, вот, соглашаясь со всем вот этим вот как бы кошмаром, занимая конформистскую позицию. Вот, и не занимая активную позицию, он создает проблемы себе и всем нам в конечном итоге. Тут наши, конечно, слушатели правы, это все сказывается на покупателе. Понятно, что бизнес, как говорится, бизнесмен все затраты хочет переложить на покупателя. Вот не всегда это получается. Но иногда получается, когда за счет инфляции оказываются у людей деньги, да, мягко говоря, не заработанные. Да? И в этих условиях действительно вот, можно и цены повышать, потому что денег стало больше, их же тратить приходят в магазин. Вот, в банк там еще несут, что-то кладут, потом из банка забирают. То есть это довольно сложная общественная система, и налогообложение занимает в этой всей системе не главную роль, но достаточно вот влиятельную. Мы вот только на базе одного налога НДФ, в прошлый раз мы больше говорили, по-моему, там о налогах из зарплаты и связанных с зарплатой. Это тоже важный вопрос. Но вот сейчас те тоже влияют на цены, потому что продавец, считая свои затраты, конечно, понимает, что ему же надо платить ЕСВ. Вот, и ему бы хотелось в этой связи цену видеть более высокую. Но покупатель не всегда согласен потом. Не хочет покупать, цену приходится уменьшать. Скидки придумать. В какой сейчас магазин не зайди, везде пишут, цена такая, перечеркнутая, внизу другая написана. Что это такое? Ну, частично маркетинг, мягко говоря, окозамыливание, а на самом деле это вот понимает бизнес, что надо снижать цены, иначе просто не купят. Вот же проблема. Ну, и если работает сеть розничная от оборота, ему выгоднее попродавать это все по любой цене, чтобы освободить полки. Ну и плюс ко всему есть же схема, когда
магазины, мы приходим в супермаркет большой и думаем, что мы покупаем у супермаркета, но на самом деле нет. Мы просто приходим в выставочный центр, где продавцы выставляют свой товар и платят супермаркету, ну, за то, что они там их выставляют. Ну, это так, метро работает. Там самые лучшие программисты в мире, они же украинские, они так поднаторели, что не знаю, насколько там сам бизнесмен уже понимает, что там происходит на самом деле, но там сложная система. Они ночами там все перепрограммируют. Ну, бизнесмену, с другой стороны, важен результат по итогам недели, месяца или полугода. В этом трагедия, понимаете, что он видит только деньги на своем счете, в кармане и так далее. И совершенно не заботится об экономике своего бизнеса. Если бизнес неприбыльный, вот, неприбыльный, а у многих он неприбыльный, то есть деньги у них есть, а прибыли нет. Вот же в чем как бы трагедия. И вот это вот ведет к тому, что я не хочу термин экономика государства употреблять, он ничего не значит, это понятие. Вот. А рыночная ситуация ухудшается, товары в конце концов не дешевеют, товаров хороших мало, все время пытаются вам втюхать какую-то, мягко говоря, непотреб. Да, вот поэтому, конечно, должны мы все на всех уровнях работать. И в экономической, и в сфере социальной философии, политической философии. Вот иначе нас ждут сложные времена. Я не говорю, что там будет трагедия, все пропало. Нет, оно ничего не пропадет. Но времена будут очень сложные. Вот, и связаны будут, что самое обидное, не только с действиями агрессора, вот, а еще и по внутренним причинам. И вот от этих внутренних причин можно было бы избавиться, как бы не прилагая, без таких огромных финансовых затрат. Ну, знание сила, как говорили в годы моей молодости, может, что-то и поможет. Тут у нас вопрос есть. Есть ли у вас на канале подробный цикл о налогах? На вашем канале. На канале «Неизвестная экономика» Борис Юровский, да, есть, в плейлисте есть, и сейчас я новый затеял, еще его как бы подправлю. Поэтому смотрите о всех налогах, там есть цифры, там есть вот эти все схемки и так далее, там это все понятно. Всех, кто хочет смотреть с циферками, с схемками, пожалуйста, на канал «Неизвестная», со стрелочкой, на канал «Неизвестная экономика», там все есть, и можно посмотреть. Это кому не... Мы просто разговариваем более абстрактно, более теоретично, если надо циферки и стрелочки, то вот на канал к Борису Савичу. Но мы еще не поговорили о том, как сформировать свою собственную цену, потому что большой же вопрос каждому человеку, как же сформировать цену своего труда, потому что каждый хочет получать, конечно, зарабатывать больше, но все ограничивается массой факторов. Ты приходишь рынком, опять же, существующим рынком труда, положением, за сколько ты бы хотел себя продать. И вообще, кстати, а что человек продает, когда устраивается куда-то на работу? Да. Вот крайне интересный вопрос, как говорится, на миллион старых-престарых долларов, которые на золото менялись по 35 за унцию. Вот. Тут, наверное, надо как бы сейчас для разгона вот с чего начать. Ведь человек и человеческий труд, он отличается от всех других ресурсов, да? Тем, что он обладает тем, что мы говорим свобода воли или там самопринадлежность, сейчас как бы, мне, честно, сразу должен сказать, мне не очень нравится это понятие, но свобода воли у человека есть, у него есть разум, и у него есть предприимчивость. Поэтому перед тем, как чего-то идти туда предлагать и цену себе назначать, как бы, то давайте как бы определимся, что вы будете предложить, насколько велик то, что называется человеческий капитал. Это то, что вы в себе накопили, и то, что вы можете предложить сегодня работодателю. Вот же в чем все дело. И на самом-то деле тут как бы тоже у экономистов, даже теоретиков есть, ну не то что спор, а как бы такое дополнение. Конечно, продается труд, оплачивают вам конкретный труд.
Вот марксистскую рабочую силу сейчас тоже вспомним. Вот. Но труд – это то, что осуществляется во времени. Вот. Начался рабочий день и закончился. То есть такой вот удивительный атрибут на Земле есть понятие времени. Да? Это философское понятие. Вот, и вот время какое-то проработал, вот за это время ты получаешь. По-разному это может оплачиваться, там почасово, это можно к сдельной привязать, это тоже превращенное повременное, можно оклад, там разные способы, но это за время. Но тут есть очень важный момент, потому что для работодателя важно не только то, что вы какое-то время вот тут вот сидели и выполняли какую-то трудовую функцию. Вот если так вот перейти на юридический язык, то заключая трудовой договор, человек договаривается выполнять определенную функцию. То есть у него есть функциональные обязанности, и он в этой связи обязанности, потому что он по договору теперь обязан выполнять все, что ему поручат в рамках того, что как бы прописано. Если он бухгалтер, то вот он должен вести все вот эти вот учетные документы. Если завтра придумают что-то другое, то это все равно надо будет все делать. Если возникнет спор с налоговой, то это надо будет делать. Вот как пожарник. Хорошо пожарнику как бы вот, но когда пожар, так хоть увольняйся, да. Поэтому у него должен быть такой внутренний капитал, чтобы он в этот момент мог выполнить и то, что в обычное время выполнять не нужно. Вот у него должна быть вот эта вот возможность все время расти. Поэтому сейчас стали все чаще говорить о понятии человеческий капитал. Это то, чем владеет работодатель, когда он заключает трудовые договоры с теми людьми, которые могут развиваться и могут приносить ему что-то. То есть это не только труд. И поэтому и система оплаты труда тоже зачастую становится более сложная с помощью разных там бонусы, поощрения и так далее, и так далее. Вот эти поощрения можно рассматривать как за то, что работодатель ценит не только за выполненную работу, а он ценит и за то, что этот человек в принципе сможет что-то сделать. Или, допустим, вот, самый простой вопрос, какой-нибудь специалист, я имею в виду, да, ему хотя бы даже вот рабочий, сейчас во время войны это хорошо известно, в любой момент позвали, он в любой момент тут. Да, он не обязан приезжать, но он приедет. Вот, он вот это может предъявить, да, я вот это могу. Он говорит, а я вот еще ко всему прочему умею вот на гитаре играть. Ну хорошо, вот приедет как бы делегация какая, мы тебя позовем, будешь там как бы на гитаре играть. Тоже хорошее дело. Хотя, в принципе, мне как бы скрипач не нужен, как в известном фильме говорилось. Поэтому вот тут такая вот вещь, за труд, но человеческий капитал. Понятно, что большинство людей, которые, нас, я не знаю, слушают в основном молодые, они марксистского образования не получали, но те, кому как бы лет 60, они получали образование марксистско-ленинское. И там им говорили, что рабочий продает не труд, а продает рабочую силу. И отсюда возникает, а труд оплачивается не полностью. Но вот это вот фокус, который Маркс придумал, он думал, что он очень умный, на самом деле он придумал как бы полную глупость. Потому что если я продал рабочую силу и за это получил деньги, чего ж я потом еще хочу? То ж как бы справедливо. Не, говорит, он-то продал рабочую силу, на самом деле есть труд, оплачиваемый и неоплачиваемый. То есть придумана чисто абстрактная, не спорю, красивая такая вот идея, которая ни практически, ни теоретически не подтверждается. Но как абстракция она как бы звучит хорошо. Нет, я продаю какую-то рабочую силу. Что такое рабочая сила? Как она определяется? Вот как бы непонятно. А вот цена труда как определяется? Очень хорошо понятно. Она определяется у вас во время переговора с работодателем. А работодатель определяет эту цену. Он будет исходить из чего? Из того, сколько он платил раньше на этом месте рабочем, или сколько платят эти соседи. Или если ему понравилось, он будет исходить из того, что как по его расчетам, хватит ли у него денег, чтобы расплатиться с вами, а потом еще и что-то осталось и ему. Поэтому на самом деле это обычный процесс переговорный. Вот, и вам могут вполне заплатить больше, чем как бы другим, но вы должны, вот, нравится, не нравится, как сказал один как бы нехороший человек. Вот, но придется учитывать то, что говорит работодатель. То есть это переговоры. Цена труда, как и цена любого торгового товара, это существенное условие договора.
сожалению, у нас есть молодежь, вот я с этим столкнулся, мне сейчас часто рассказывают, вот наши рестораторы принимают типа на работу людей, конечно, ничего не оформляют, а потом им платят, ну, суммы, мягко говоря, некрасивые. Я говорю, так а они договорились, сколько им будут платить, как им будут платить. Ну, понятно, юридически их не оформили, но хоть на бумажке-то напишите, вот пусть не на неофициальном, чтобы они хотя бы знали. Поэтому цена труда, как и цена любого другого продукта, это предмет переговоров, особые условия договора. Без них договор считается незаключенным. Неизвестно, сколько вы заплатите, значит, нет договора, нет ничего. Поэтому, ну вот, как бы в двух словах я попытался объяснить, а вообще, как я понимаю, вообще, конечно, вопрос очень-очень интересный, потому что тут всякие дальше минимальные заработные платы, в России это называется МРОД, минимальные расходы на оплату труда, безусловные базовые доходы, это чудо последнего времени, изобретение этатистов, с которым нам придется сталкиваться неоднократно еще, вот, всякие дальше пособия и так далее, и так далее. Все это предмет, я бы сказал, социальной демагогии. А труд – это товар, и является предметом переговоров о том, за сколько продается труд. Если кроме труда я предлагаю еще чего-то, значит будет еще чего-то. Тебе вот тут об этом тоже должны сказать. Вот. Но обычно вот это чего-то, премии, там, бонусы и так далее, это уже все на усмотрение работодателя. Даже если он напишет положение о премировании, то все равно в нем будут показатели, условия, и выполнены они, не выполнены, все равно будет решать работодатель. Тут уж ничего не сделаешь. На рынке главный покупатель. Когда вы идете на рынок, вы можете покупать или не покупать. Точно так же работодатель, он либо заключает с вами договор, либо не заключает. Но проблема в том, что государство-то требует отчета, требует, чтобы была минимальная зарплата, чтобы было выплачено в те сроки, которые установили государство. Поэтому часто уволить работника очень трудно. Вот так вот. Ну, сейчас во время войны тут облегчили, слава богу, проблемы. Если хотя бы вот таким останется трудовое законодательство после войны, это уже будет большой плюс. Кстати говоря, наверное, первое решение, самое простое, которое надо сделать раз и навсегда, это ликвидировать инспекцию по труду как класс раз и навсегда, чтобы слово этого больше никто не употреблял, абсолютно никому не нужная зловреднейшая структура. Вот. Ну, вот поэтому, конечно, цена труда в Украине искажена благодаря вот этим государственным вещам. В условиях сейчас войны, как ни странно, в этой сфере свободы больше. Но поскольку спрос маленький, понятно, люди недовольны, работы нет, оплата низкая. Но это уже вызвано многими факторами. Ну и минимальная оплата труда, введенная государством, это же не о минимальной оплате труда, это о том, какие штрафы с тебя будут брать. Это вопрос АБСВ, да, вы правы. Да. Это прежде всего какой зарплата ЕСВ, да. Да, ЕСВ и штрафы, поэтому все это условность. Ну, а с другой стороны... Но тем не менее, надо отчитываться, надо соблюдать, куча возникает бюрократических проблем. Труд квалифицированных людей можно было бы направить на что-то умное, они вот занимаются такой ерундой. Ну, не солидно. Ну, если кто-то хочет получать, ну, зарабатывать большие деньги, то нужно... Помните анекдот, когда приезжает, даже не анекдот, такая история, когда поломался паровоз, куча бригад не могли его починить, приехал человек, старенький дедушка с молоточком, стукнул в нужном месте, и паровоз поехал. И потом он выставляет счет на $1000, в котором написано приезд $1, удар молоточком 999. Потому что нужно просто знать, куда ударить. А вот эти знания, они не даются просто так. Да, вот это и есть понятие человеческого капитала, да, вот в самой такой как бы анекдотически четкой форме выраженной. Да, такие случаи, да, бывают, когда сталкиваешься, ну, каждый, наверное, сталкивался со сложной бытовой техникой, вдруг дома что-то как бы ломается и не поймешь. Приходит специалист один, копается, ничего у него не работает. Другой пришел, гляди-ка, все у него заработало. То есть вот это вот есть момент. Поэтому в данном случае цену определяет не столько труд, время, сколько человеческий капитал, который был накоплен годами или, может, просто разумом.
Так вот, человек умеет это дело все понимать. Ну, час мы проговорили, поэтому большое спасибо. На этом сегодня будем заканчивать. Ну и, собственно, мы и работаем, чтобы человеческий капитал тех, кто нас слушает, постоянно увеличивался. Может быть, у нас, не знаю, как у нас получается, но надеюсь, что мы работаем не зря. А тех, кто еще не подписался, тот подписывается, ставьте лайки, комментарии. И для того, чтобы больше людей нас увидело, для YouTube важно, чтобы было общение. Поэтому общайтесь в комментах, задавайте вопросы. И через 2 недели мы снова с Борисом Савичем встретимся и ответим на ваши вопросы. Кстати, у нас есть еще один интересный вопрос, но мы его оставим на следующий раз. Да? Мы его будем задавать. Я сохраним интригу. Да, Спасибо. все, да, договорились. Ну, это вопрос о прибыли. Поэтому, наверное, в следующий раз мы поговорим, как формируется прибыль, что такое прибыль и откуда она берется. Ну, потому что все-таки у многих людей, даже тем, кому меньше 60-50, марксистское понимание прибыли почему-то остается. Ну, наверное, потому что оно проще. Но мы попытаемся рассказать, что это такое на самом деле. Все, итак, сегодня всем спасибо. Большое спасибо, Борис Савич, и до встречи через 2 недели.